Всем привет! Если ты из Беларуси и решил заказать радиоуправляемый дрон для личного пользования в подарок, у тебя могут возникнуть проблемы с таможней. Сегодня я расскажу, какой ты можешь получить запрос и какой нужно будет дать ответ, и как вообще лучше не попадать в эту историю. Оставайтесь на канале. Итак, начнем с первого варианта, когда мы решили сделать все правильно, с чувством, с толком, с расстановкой. Итак, первое, что мы должны сделать, это ознакомиться с лимитом беспошлинных международных посылок. Можно загуглить такой запрос и посмотреть новостные посты. Но тут не все так однозначно. Сейчас я вам покажу это на примере. Итак, перейдя на новостной пост на официальном сайте, можно увидеть следующую информацию. Что беспошлинный ввоз, если товар был приобретен до 1 октября 2022 года на сумму до 1000 евро и весом 31 кг, такая посылка налогом не облагается. А уже после 1 октября 2022 года лимит составит 200 евро и 31 кг. То есть логично предположить на текущий 23 год, что мы имеем лимит в 200 евро и 31 килограмм. Но советую посетить все-таки официальную страницу таможенных органов. А здесь уже под пунктом 4 можно увидеть следующую информацию, что товары для личного пользования, пересылаемые в международном почтовом отправлениях до 1 апреля 2023 года, стоимость не превышает суммы в эквиваленте 1000 евро и вес брутто не превышает 31 килограмм. А уже с 1 апреля 2023 года стоимость не превышает сумму, эквивалентную 200 евро, и вес брутто не превышает 31 килограмм. То есть действие предыдущего указа продлили. Поэтому все новостные посты проверяйте на официальных сайтах, в частности на сайте таможенных органов. На втором этапе можно посетить сайт Белгия. Это республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью. Зачем оно? Сейчас тоже все расскажу. Там содержится информация по перечню разрешенных радиочастот и мощности приема передающей аппаратуры. Данную информацию на этом сайте я нашел по следующему пути. Выбираем во вкладке «Обращение граждан», «Электронное обращение». И здесь нам предложат ответы на наиболее частые вопросы. Здесь можно встретить такой пункт: какие радиоуправляемые модели и квадрокоптеры можно ввозить и использовать на территории Республики Беларусь без разрешительных документов государственного предприятия Белгия. Переходим сюда. И здесь находится такая удобная табличка по перечню разрешенных радиочастот и максимально разрешенной мощности приема передающих устройств. Как видите, здесь есть модели с частотами и мощностями, для ввоза которых не требуется никаких разрешений. Но есть и строки, для которых потребуется получение заключения на ввоз, либо наличие у вас членства в ООО «Белорусская Федерация беспилотной авиации». Обязательно ознакомьтесь с этой таблицей. Если вы уже изначально знаете, что вам потребуется такое разрешение, необходимо создать запрос. Для этого заходим во вкладку «Услуги» и выбираем пункт «Выдача заключения разрешения на право ввоза на таможенную территорию». Вся необходимая информация уже содержится на этой странице. Форма для подачи заявления, также стоимость оплаты данного заключения и как, собственно, оплатить. Также содержится информация по основным нормативно-правовым актам. Теперь, перейдя на сайт с товаром, который вы хотите заказать, в данном случае квадрокоптер, вы сравниваете цену с лимитом беспошлинного ввоза международных почтовых отправлений. Это не значит, что если он превышен, вы не сможете заказать данный квадрокоптер, просто вам придется еще оплатить 30% от стоимости товара. Также в обязательном порядке смотрим технические характеристики. В частности, частоту радиоканала, на котором идет управление нашей моделью. Так, здесь частота составляет 2400 МГц, что является разрешенной частотой для ввоза на территорию Республики Беларусь. Остается узнать вопрос по мощности передатчика, который должен заставлять до 10 мВт. Как правило, такую информацию производитель не пишет, но можно подсмотреть косвенный показатель данной мощности. Это максимальное расстояние управления. Здесь она составляет от 80 до 100 метров, что говорит о маломощности передатчика. Теперь, если мы все сделали правильно, смело заказываем наш товар и ждем долгожданный дрон. Теперь рассмотрим второй вариант, если вы поддались искушению и заказали все на авось. Такое уведомление вы можете получить, даже если все сделали правильно. Его присылает таможенный орган.
который сообщает о том, что ваша посылка помещена на временное хранение и требует предоставить некоторые документы. Первое, что оно требует, это предоставить разрешение Республиканского унитарного предприятия по надзору за электросвязью на разрешение ввоза такого дрона. И второе, они требуют предоставить счет-фактуру, чеки оплаты для подтверждения стоимости товара. Они, кстати, предлагают самостоятельно оценить товар, если чеки оплаты у вас отсутствуют. Но рекомендую все-таки самим заняться этим вопросом, так как специалист, который будет производить оценку, может быть просто некомпетентен в этом вопросе. Ну и конечно, вы просто можете отказаться от товара, тогда его вернут отправителю. Что касается факта покупки и стоимости товара, я сделал просто скриншот чека о покупке из личного кабинета интернет-банкинга, а также скриншот заказа в интернет-магазине. Также я написал электронное обращение в Белгии. Кстати, сейчас оно делается через единую платформу обращение Бел. Чтобы специалисту было проще выдать разрешение на ввоз данного дрона, необходимо прикрепить хоть какое-то техническое описание. Так, в формате PDF продавец мне прислал брошюрку, с которой можно выудить техническую информацию о радиочастоте канала управления. Как видите, она составляла 2,4 ГГц, что является разрешенной частотой. Информация о максимальном расстоянии управления, что составляло 120 метров и говорит о маломощности передатчика. А также информацию о том, что управление может также осуществляться по Wi-Fi каналу, который также является разрешенным для радиоуправляемых моделей. Остальная информация в брошюре, как правило, никакой полезной информации не содержит. В итоге я получил ответ Белгии, в котором на данную модель они указывают, что нет необходимости получения запроса на ввоз, то есть она ввозится абсолютно беспрепятственно, без каких-либо разрешений. Ответ приходит как в бумажном виде на адрес, который вы укажете в обращении, так и в электронном виде на электронную почту. Берем в электронном виде этот ответ, также скриншоты наших чеков оплаты, счет фактуры и отправляем на электронную почту таможенного органа. После чего дрон спокойно приходит и вы забираете свой злополучный, то есть долгожданный дрон у себя на почте. Ну и напоследок несколько золотых правил, которые необходимо соблюдать при полетах дронов на территории Республики Беларусь. Первое, не совершайте полеты выше 100 метров. Второе, не летайте в запрещенных зонах, и все ваши полеты должны быть без вреда жизни и имуществу граждан. Что касается первого пункта, запретные зоны можно посмотреть на официальном сайте «Публичная кадастровая карта», выбрав слои и выставив галку в слое «Запретные зоны, зоны ограничений, опасные для использования беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей». Приближая и удаляя карту, можно рассмотреть район, в котором вы собираетесь совершать полеты, и уже сделать вывод, имеете вы законное право там управлять своей авиамоделью, или лучше это осуществить в другом месте. Но обзор на тот дрон, который я заказал, смотрите уже в следующем видео. Ставьте лайки и подписывайтесь. С меня много интересного.